Приветствую вас, уважаемые зрители канала People Life. Дякую вам за то, что вы с нами. Подписывайтесь на наш канал. Мы рады видеть новых подписчиков каждый день. Подписывайтесь, у нас интересно. Сейчас тоже будет интересно. 5 декабря на календаре. С нами в гостях Валерий Шатилович. Валерий, приветствую вас. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, все зрители, которые будут смотреть это видео. Как вы? Я хорошо. Я немножко не работал, болел. А сейчас уже силы восстановил и начинаю работать, вот и снимать ролики, вот к вам пришел, и вести прием. Так Когда что... экстрасенс болеет, как это? Ну как это? Как и все люди абсолютно. Немножко точность твоего ясновидения снижается. Ты начинаешь видеть, как будто бы утром, когда... Если метет снег, и ты смотришь на улицу, и не очень четко видно, что впереди, да, когда снегопад. Вот так снижается немножко четкость картинки. А так, в принципе, я все вижу. Я четко знал, сколько буду болеть, что 2 недели. Хорошо знал, кто будет, кто будет моим врачом, в какой больнице, как пройдет операция и так далее, и так далее. Все это видел и знал. То есть, получается, экстрасенсы тоже люди. Тоже люди. Тоже люди. И как люди, как всем людям свойственно, ошибаются. Почему ошибаются экстрасенсы? Когда они ошибаются меньше, когда больше, и когда не ошибаются. Вот есть такая вот, я уверен на 101%. Есть такие моменты? Есть такое, конечно. Ну вот, первое, вы уже, по сути, спросили об этом. Вот когда болеешь, действительно, ясновидение, как бы точность ясновидения, она снижается. Ты можешь ошибаться. Ну, нельзя сказать, что ошибиться полностью. Ну, так не бывает, чтобы вообще ничего не попасть, да? Но где-то просто четкость снижается. Ну, например, если я там уставший, или же переживаю какой-то стресс, или болею, например, ты принимаешь препараты, которые влияют, да, немножко на нервную систему, на твое вот самочувствие. Или же есть такие экстрасенсы, допустим, это непозволительно для нас, там употребляют алкоголь, наркотические средства. Если они при этом начнут еще работать, то есть что-то просматривать, конечно, они будут ошибаться. Вот. Сильный стресс, он как бы даже может прикрыть ясновидение. Вот, когда очень большие переживания идут, действительно, вот этот канал как бы на время закрывается, ты ничего не видишь. Но тогда, например, если у меня какой-то стресс, и я не могу это увидеть, то я это чувствую. Вот я чувствую, что будет так. Я чувствую, что надо будет поступить таким образом, а не иначе. А когда, в каких случаях ошибаются? Чем конкретнее вопрос, тем больше вероятности, что ответ будет правильный. Потому что, вот смотрите, например, если мы спрашиваем, вот, будет операция у человека или не будет, это вроде бы конкретный вопрос, да? Тут может быть ответ «да», а может быть ответ «нет». Но есть врач, который посмотрит на человека и скажет «срочно оперироваться», а есть доктор, который скажет не нужно этого делать, да, можно повременить. Поэтому здесь, в таком случае, лучше задать вопрос. Этот доктор, вот конкретно назвать имя доктора или посмотреть его фотографию, какой метод лечения он выберет в моем случае. Или же просто настроиться на будущее твое. Предположим, вот сейчас мы сидим 5 декабря, да, с вами в студии, а мы можем посмотреть, что будет 5 декабря через год. И вот просмотреть, есть там шов на теле человека или нету. Да? После операции, что он принимает какие-то препараты, проверяется дополнительно или нет. Это если, допустим, тема здоровья. Но также в любой теме, и отношений, и работы, и карьеры. Чем конкретнее звучит вопрос, тем конкретнее будет дан ответ. Ну и, наверное, еще один случай, когда экстрасенс может ошибиться, это тогда, когда человек хочет использовать эту информацию во вред. Или же он, допустим, хочет знать то, что ему не положено знать.
Ну вот у меня были такие случаи, когда, например, приходил человек и спрашивал, вот, мы, кстати, об этом говорили до этого, да, до нашей записи, вот мне поставить на эту там ставку или не поставить, я выиграю или проиграю. И вы знаете, ну, люди же как приходят и говорят, вот если я выиграю, я вам дам процент, да, я вам дам денег. И как у вас много процентов? да, процентов нет, потому что мое ясновидение отказывается давать такие ответы. То есть я просто ничего не вижу. Вы знаете, ты начинаешь сомневаться, и вот, ну, просто темный экран перед глазами. А когда я так развлекаюсь, знаете, вот просто сам смотришь, там, Украина будет играть, там, например, с Америкой в футбол, да, или там с Португалией. Я вот, как правило, я знаю, что там выиграет или проиграет, и приблизительно какой будет счет. Я не слежу, потому что у меня просто терпения не хватает смотреть там 1,5 часа, как это все происходит. Но ты чувствуешь. А вот когда начинается ставка, все, это ясновидение, оно закрывается. Потому что ведь информацию дает нам все-таки высшая сила. Вот. И она приходит только тогда, когда в этом есть нужда. Просто из любопытства лучше ничего не смотреть. Судьба человека предопределена, или он может ее изменить даже таким же способом? Вот выиграл крупную сумму денег и поменял судьбу. Можно ли поменять судьбу каким-то таким выигрышем? Ну, действительно, ответить на этот вопрос очень сложно. Значит, какие-то люди могут изменить свою судьбу, какие-то люди не могут. И точно так же каждый человек, вот, ну, у нас есть эта линия жизни, да, на руке. Но она есть как бы не только на руке, она есть и в космосе, да, эта линия жизни. И нам отмерено каждому свое количество лет прожить. Кому-то 20, кому-то 120. И вот эта жизнь, она делится на периоды. Периоды есть спада, периоды есть подъема. Период есть, когда человек может что-то изменить в своей жизни, а есть период, когда ничего. Вот просто все закрывается, все схлапывается. Вот, к сожалению, недавно я, вот, ну, находясь в больнице, значит, я зашел в реанимацию, и я увидел, ну, там детская реанимация. Ну, родители приходили к своим детям. За каждым ребенком стояли какие-то фигуры. Рядом с кем-то светлые фигуры, рядом с кем-то темные фигуры. Но, кинув взгляд на одну девочку, я увидел такого как бы белого ангела, который вот так вот держал руки, и он находился у ее головы. Это, я сразу понял, что это ангел смерти. Потом я посмотрел на других детей, все они светились таким золотистым светом. И, в принципе, я, ну, как бы прочитал это как то, что все эти дети выживут, а эта девочка, она умрет. И ничего нельзя сделать. Потом я поговорил с ее родителями. Я спросил, молитесь ли вы там. И мы с ними разговорились, я там дал даже контакты тех людей, вот, которым я доверяю, которые умеют так хорошо молиться, и по молитве которых происходит исцеление. И когда я разговаривал с ее родственницей, вот этой девочки, она сказала, вы знаете, все как будто бы против нас. Мы ничего не можем сделать. Там отказываются, тут не приходит помощь, тут делают какую-то процедуру, человеку становится хуже. К сожалению, эта девочка умерла. Да? Вот мы не можем изменить, мы не можем оттянуть нашу смерть. Мы должны умереть тогда, когда нам назначено. И, к сожалению, должны терять. Это наша судьба, и поэтому, в общем-то, во многих книгах написано, что эта жизнь, она связывается, жизнь на Земле, с самыми темными планетами. Вообще-то наша планета считается, вот говорят, что есть священные планеты, светлые планеты, как божественные, а есть демонические планеты. Вот наша планета считается очень темной, тяжелой. Потому что люди здесь ну, проживают очень много страданий. И мы не можем
это изменить. Нам нужно прожить эти страдания. Но все-таки есть ситуации, есть периоды, когда мы можем менять свою жизнь. В том числе менять благодаря вот таким людям, ясновидящим, экстрасенсам, которые могут подсказать, что вот, знаешь, тебе надо вот так-то и так-то поступить. Или вот вчера, например, тоже случай. Я общался, ко мне подошла женщина, она спросила про свою коллегу на работе, показала ее фотографию. Ну, я сказал что она болеет сейчас, чем она болеет, что у нее там метастазы разошлись. Все это я увидел. Сказал, что нужно ей срочно снова начать химиотерапию, потому что дела плохи. Но суть не в этом. Когда я уходил уже, я так посмотрел на нее, а сзади нее я увидел, как будто бы мужчина и 2 детей сидят у нее на плечах. Угу. И я так и говорю, вы знаете, а вся семья у вас сидит на плечах, сбросьте их. Она начала плакать. Вот. И когда я настроился немножко так более четко, я увидел, что к ней относится очень плохо ее муж. Он ее считает за ничто, никакого внимания, никакой заботы. Но она вынуждена, потому что ей некуда идти. И вот я посмотрел как бы в будущее этой женщины, и я увидел, что впереди у нее будет возможность уйти, уехать далеко за границу, и там ее жизнь очень сильно изменится к лучшему. Вот у нее идет как бы путь, но она не может, что бы она ни делала, даже будет она хотеть, у нее не получится, она должна прожить вот этот период до того момента, как я сказал, пока у нее появится возможность уехать, да, изменить свою жизнь. Вот. И очень это важно. Ну, если уже подключить более такой духовный подход, да, с духовной точки зрения, то эта женщина не зря проживает такую жизнь. Да? В этом есть какой-то смысл. Она что-то должна понять, она что-то должна осознать, научиться как-то по-другому себя вести. Ну, Господь ее учит таким образом. Да? Вот. Но также и дает шанс. А видно это, вы знаете, вот действительно видно как линию жизни. Вот видно один путь, а потом видно ответвление от этого пути. Угу. И ты можешь даже посмотреть, а вот если она уедет, что ее ждет, и если она останется, что ее ждет. При переезде меняется судьба человека, когда я меняю страну, меняю город, может быть, меняю улицу. Как нужно далеко переехать с предыдущего места, чтобы изменить судьбу? Или можно просто переехать в квартиру ниже этажом, и судьба поменяется? Ну, это очень интересный вопрос. Действительно, жизнь меняется при переезде. Ну, она меняется, это как бы логично, да, что она меняется, но также меняется и судьба. Например, если вы долгое время, пара не может иметь детей, так. Ну, опять-таки, вот ко мне очень часто обращаются такие пары, и, конечно, я спрашиваю, а что вам говорят врачи? И вот много таких случаев, когда люди говорят, что врачи посмотрели, мы здоровы, он и я, мы здоровы, все, мы живем открытой жизнью, но забеременеть не получается. Так. Почему? Да, и ты начинаешь искать вот какую-то причину. Причины могут быть разные, это целый такой разговор. Но может быть такое, что если выбрать правильную страну или правильный город для этой семейной пары, так. у них получится забеременеть. Но они потеряют в чем-то другом. Понимаете? Жизнь наша, она же как, я даже не знаю, как правильно сказать, что мы где-то получаем, где-то теряем. Всегда. Да? Что-то перевешивает. То есть они могут переехать, например, вот живут в Киеве, а я им посоветую переехать в Лондон. Они переедут в Лондон, они забеременеют там. Угу. Но они, допустим, не будут иметь своего жилья. Угу. Ну, возможно, это своего рода какая-то плата. Кто знает. Это очень сложно сказать, понимаете? Эзотерический мир, он тоже не исследованный, как и наш мир, да, земной мир. Мы не до конца понимаем, как работают эти законы. Ну, в гороскопе это видно. Вот когда делаешь человеку гороскоп, там есть зоны, сферы жизни, в которых у человека будет удача,
а есть, где будут сложности. И если человек переезжает, они смещаются. Значит, например, в зону сложностей попадет удача, и они поменяются местами. Вот так бывает очень часто. Но для этого переезд должен быть существенным. Что значит переезд? Это не значит переехать в другую квартиру. Это сменить культуру, сменить образ жизни, сменить окружение, обстановку. Ну, то есть разительно судьба может не поменяться, если вы, например, из Киевской области переедете в Киев, да? Или в пределах там Украины куда-то переедете. Хотя для кого-то это может быть и послужить толчком к изменениям. Но здесь, конечно, лучше тогда, например, чтобы человек, родившийся там, предположим, в Киевской области, или там, например, на востоке нашей страны, переехал в Закарпатье, где другая культура, где другие традиции, другие обычаи, другие люди. Мы вроде бы все Украина, но вот эти точки, они очень отличаются. И вот в таком случае, да, судьба может измениться, ну, к лучшему или к худшему, это уже зависит индивидуально от каждого человека. Но она поменяется, потому что поменяется ваше окружение, потому что поменяется культура, поменяется способ жизни. Достаточно желания изменить судьбу свою? Вот я хочу изменить свою судьбу. Или нужно знать, как я ее хочу изменить, и тогда это изменение произойдет? Нет, обязательно нужно знать. Нужно понимать, что ты хочешь изменить в своей жизни. Вот, ну понимаете, но дано ли это изменить? Вот в чем вопрос. Мы-то можем хотеть. Но есть такие, как вам сказать, такие точки, которые мы должны прожить. Так. Это не изменить. Ну вот, например, там, я могу чувствовать, что там вот этой женщине нужно будет пройти через болезнь ребенка. Вот ее ребенок, которого она родит, он будет болеть. Что бы мы ни делали, как бы мы ни напрягались, этого не изменить. Ей надо это пройти. Это, на Востоке есть такое понятие прарабдха карма. То есть прарабдха карма – это вот такая твердая карма, да? Как железная карма. Это произойдет и все. Но в таком случае этому человеку нужно начать молиться. Ну, в прямом смысле слова, упасть на колени и просить Господа: Господи, дай мне силы. Помоги, спаси, исцели, укрепи, оживотвори, очисти, наполни. Там, допустим, сердце моей дочери, да, сердце моего сына. Помоги им. И если человек будет сильно молиться, если он будет просить искренне, он будет знать, чего он хочет, Господь даст правильного врача, правильную медсестру, вовремя обнаружат сопутствующую патологию, например. В хороший день сделают операцию. То есть сложится так, что все равно ты пройдешь это, но ты пройдешь это по лучшему варианту. А можно, заранее зная, что у тебя будет какое-то испытание, принять испытание, чтобы потом получить что-то хорошее? Конечно, да. Но вот, понимаете, мы должны... Вот есть твоя судьба, она для тебя самая лучшая. Да. Вот, к сожалению, в интернете сейчас полно всяких магов, которые говорят: давайте перезапишем судьбу, давайте сделаем ритуал изменения судьбы. Нельзя в это лезть. Тебе Богом дана вот эта судьба. Твоя душа все это запланировала еще до того, как ты родился. Вот 12 недель плод, уже можно сказать, что его ждет. Не все, конечно, не в подробностях. Но с 12 недель уже можно говорить, какой это будет человек и какую жизнь он проживет. То есть, например, ну что можно сказать, да? Вот приходит беременная женщина, у нее 12 недель уже есть. Все, можно настроиться на этого ребенка и сказать: ты знаешь, вот он будет очень зависим от твоего мнения, он будет очень тебя любить. Или наоборот, она будет очень независимая, она будет во всем лидером, она никого не будет слушать. Вот можно сказать, он будет очень состоятельным человеком. Или, например, у нее будут сложности с тем, чтобы выйти замуж.
Это уже видно. Ну вот я это вижу. Как я могу это объяснить? Значит, эта судьба сформирована. Значит, действительно, кто-то ее запланировал еще до того момента, как мы родились. Но запланирована она, конечно, не вся. Потому что человек создан Богом. Бог, мы как Бога называем? Творец. Творец, Творцом. И в нас есть Его Дух, то есть Его творческая сила. И мы тоже можем творить в своей жизни, творить свою судьбу. Но что-то мы можем сотворить, а что-то мы не можем сотворить. И тогда нам надо достойно пройти это. С благодарностью, с пониманием. Ну, вот у меня есть очень хорошая ясновидящая такая, великолепная ясновидящая. Она вот так ставит на стол бутылку с водой, без этикетки. Вот обычную 1,5-литровую бутылку с водой. Ты заходишь к ней, она смотрит в эту бутылку, и она все говорит. Вот абсолютно. Ну, она даже имени не спрашивает. А потом она все говорит, и так всегда. А потом говорит, ну все, задавай любое питание. А я говорю, ну а что спрашивать? Вы уже все ответили, вы все сказали, о чем я думал, что я хотел знать. Или там все мои знакомые, я там уже... А что вам хотелось знать в таком случае? Ну, мне просто было интересно, как она это делает. Вот. И мы дружим, то есть я какие-то вопросы ей задаю, она мне, я ей, вот мы дружим. Но вот она всегда говорит такие слова, вот что-то когда видит, там, ну, непростое, что человек проживает, вот сейчас у него какие-то сложности, или что впереди, она всегда говорит, треба выстоять. Треба выстоять. Вот мне так нравится это определение, что нужно выдержать эти испытания. Да? Они закрепляют, укрепляют наш дух. Вот. И в них душа наша растет. И сердце наше становится добрее и более открытое, более любящее. Поэтому в таком случае, если ты видишь, что тебя ждет что-то плохое, или кого-то ждет что-то плохое, то, конечно, здесь самое главное сказать, когда это закончится, и настроить человека, что вот смотри, пусть не сейчас, через год у тебя вот там что-то хорошее. Вот туда, знаете, направить внимание. И это будет то, что будет человека держать. Вот 2 дня назад я получил письмо от мужчины, и он писал, что вот 2 года назад он был, значит, я его консультировал, и я тогда ему сказал, что я слышу от него запах строительства. А он пишет, что я подумал, какое строительство, что он говорит. Я вот только после операции на сердце думаю, как бы выжить, не то, что там строится. И вот этим летом он начал строительство и за полгода построил дом 250 квадратов. Вот. И он мне очень благодарен, потому что он говорит, что тогда вообще у него мыслей таких не было. Он думал, как бы выжить, как бы остаться в живых. Да? Но вот мои слова, они дали ему определенную надежду, что вот все будет хорошо. То есть ты будешь здоров, раз ты еще дом построишь. И вот он его построил. Довольный, счастливый, мне написал письмо. Ну и я, конечно, радуюсь. В письме: Валерий, у вас есть комната, я дарю вам комнату в этом доме. Нет, да, предложений не было. Но сам факт, понимаете, что вот если ты видишь, что человека ждут какие-то испытания, ну, надо вот, как бы, знаете, якорь туда бросить. Надежду, что вот будет все хорошо. Какие испытания ждут Украину в декабре? Сформирована ли судьба України вже в цьому місяці? І може там нас чекає щось хороше? Я думаю, что декабрь месяц все-таки еще будет сложным. Я не вижу, чтобы народ вздохнул с облегчением. И наоборот, слышу, как люди как бы сокрушаются. Сколько это будет продолжаться, сколько это будет длиться. Вот как ойкают, да, сокрушаются. И вот знаете, как рвут на части. Вот такой образ у меня, что Украина, вот она как сказать, как дичь, которую рвут на части. Угу.
И вот, ну, тяжело. Еще это месяц испытаний. Но они, конечно, эти испытания уже идут к концу. Нельзя сказать, что еще нас так долгий период тяжелый ждет. Да, не просто будет. Но вот это уже как бы, ну в декабре еще нет. В декабре еще нет покоя. Еще слышны взрывы в декабре. Еще вот я слышу эти ракеты, я слышу тревогу. Пока Украина не вздыхает с облегчением, но как бы все равно настроена на позитив, но веру не теряет. Вот самое главное, что не теряет веру, что молятся люди, что Бога благодарят за каждый день. Вот это главное. К чему приведут события, происходящие сейчас в других странах? К каким духовным изменениям, может быть, на планете? Грузия, в том числе. Грузия сейчас проходит. Грузия пройдет, продвинется, что-то сможет поменять в своей истории благодаря этим событиям, которые там происходят? Это еще не конечный этап, то, что сейчас происходит. То есть Грузия, она где-то повторяет путь Украины, да, это уже многие увидели. И я вижу вот, ну, это тоже можно назвать Майданом, да? Как Майдан или, не знаю, даже как-то революция, не революция. Революция. Да, но я вижу, что это еще не конечный этап. Это будет длиться, это напряжение продлится весь декабрь. Немножко может уменьшиться, но как бы все равно я чувствую настроение людей, они не разбегаются, они держатся кучей. Но и люди в черном, будем говорить, да, вот так, как я вижу сейчас, они тоже еще держатся. У них крепкое положение вещей, очень крепкое. Но все-таки грузинский флаг, он поднимается в небо высоко. Грузия будет независимой, Грузия будет сильной страной, европейской страной. Причем я вижу, она будет, туризм очень развиваться в Грузии. Это на года. Очень будет туризм. И она, знаете, вот где-то получит такую силу, ну вот как Турция имеет силу, да, как Азербайджан сейчас поднимается, вот так же и Турция будет подниматься. Сейчас период подъема у нее. Но через такие испытания. Но в декабре это еще не закончится, они еще не денутся в декабре. Еще будут держаться. А вот то, что происходит сейчас, понимаете, вот такое наступило время, что уже старые законы недействительны. Они отжили свое. И тут вот еще будут возникать такие процессы. Мы с вами уже в каком-то эфире говорили об этом, что вот законы будут переписываться, будут новые подниматься абсолютно вот основополагающие вопросы государственные будут подниматься, рассматриваться по новой. Переформатироваться будет не только Украина как государство, но и другие страны. Такой пришел период. Это где-то 27-й год еще будет длиться, вот до 28-го, ну до 30-го года. Вот разные страны будут вот такие вот вспышки, и в связи с этим вот это будет колотиться все и меняться. И будут там, то есть, например, ну вот есть парламентско-президентские страны, да, есть президентско-парламентские, значит, они будут меняться местами, или будут новые принципы закона вот, управления страной вводиться, вот новые законы, новые правила будут. Это просто длительная перспектива. Это нельзя сказать, что в декабре будет или в январе. Это долго будет идти. Но это будет и не только в Украине, это и в России будет. И это в Америку чуть позже коснется, попозже. Но и в Америке это будет. А что с Америкой? Инаугурация Трампа, она произойдет? Вы ее видите? Или почему заговорили о том, что Трампа хотят убить? Кому выгодно об этом говорить, и что может произойти, если этого человека, которого выбрали уже президентом? Ну, вот хотят ли его убить? Я сейчас вот вижу пистолет направлен на него. Да, что хотят. Есть такой риск. Ну, пока я не вижу убийства.
Давайте так, декабрь посмотрим. В декабре. Как бы вижу, как с Новым годом людей поздравляют. Наверное, не убьют его. Пока не вижу этого. Вот. А кому-то выгодно, однозначно кому-то выгодно. Ну так. И у нас все время так говорят. Вот президент в опасности, там еще что-то. Ну такое время тяжелое сейчас. Очень тяжелое. Следующий год, мы еще сделаем с вами прогноз на следующий год. Чуть-чуть будет поспокойнее. Уже как будто не верится. Ну да. Вот когда вы говорите, сделайте прогноз, у меня нет внутри оживления. Я вот, ну хорошо. Ну да, Но и это чувствуют многие люди. конечно. Где найти эту силу, чтобы... Где найти обессиленным верить, силы верить? Ну, мы православные люди в основном, да, ну и католики, все это не важно, христиане. Молитесь, молитесь, потому что Господь, Он дает все силы, всю поддержку, только от Господа идет. Молиться, просить. Кто сильно вникает в новости, переживает это как-то, не вникайте. Вам легче от этого не становится. Последний вопрос есть для вас, Какой? философский. Какой? Если посадить ваше сердце в землю, что из него вырастет? Не знаю даже. Ну, цветы, должны вырасти цветы. А какие? Ну, пусть будут тюльпаны. Будут радовать... Когда-то мы так все будем расти, как цветы. Благодарю за ответ. Кого-то съедят черви, из кого-то вырастут цветы. Все по кругу. Что ж, будем надеяться.